чувствовалось, что нужно быть здесь. Потому что там, снаружи храма, в миру, там все-таки все такое другое, что оно, в общем, тянет к погибели. А спасение все-таки, видимо, здесь, потому что ничего прекраснее богослужения вот, я в своей жизни не видел, не слышал, не чувствовал. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени и красок звучные ступени на холст, как струпья положил. Он понял масла густоту, его запекшееся лето лиловым мозгом разогрето, расширенное в духоту. А тень-то тень все лиловей, свисток иль хлыст, как спичка тухнет. Ты скажешь, повара на кухне готовят жирных голубей. Угадывается качель, недомалеваны вуали, и в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель. Мы находимся в 10 километрах на северо-восток от Углича. Здесь, в глухом сосновом бору, еще в конце XI века возник монастырь, названный Архангельским. И в смутное время, как и многие другие угличские монастыри, он был разорен поляками. В 1610 году от рук интервентов погибли 40 иноков монастыря во главе с игуменом Михаилом, а вместе с ними 300 жителей окрестных деревень. Много позже здесь были построены 2 деревянные церкви, а монастырь упразднен. В 1787 году вместо прежних деревянных храмов прихожане построили новый каменный храм, до сих пор украшающий пейзаж этих чудных мест. Называется он несколько необычно – храм Архангела Михаила Штовы-Бару. В конце XIX века рядом с храмом построили высокую колокольню из красного кирпича. Теперь мы перенесемся в конец XX века. В деревню Загайново, что неподалеку от храма, переселился из Москвы известный художник-нонконформист Сергей Симаков. Он входил в группу 20 московских художников и участвовал в знаменитых выставках в подвале на Малой Грузинской улице. Сергей Симаков взялся за восстановление храма Архангела Михаила и внутренней росписью храма. Спустя время стал священником, а потом и настоятелем этого храма. После смерти супруги он принял монашеский постриг с именем Рафаил. С тех пор игумен Рафаил регулярно проводит службы в любимом храме. А в Угличе работает галерея современного православного искусства под благодатным покровом, в которой представлены удивительные картины художника Сергея Симакова. Кроме этого, есть клуб, где есть небольшая картинная галерея и проходят показы фильмов, ведь отец Рафаил еще входит в состав жюри православного кинофестиваля. Вне всякого сомнения, современную культурную жизнь Углича, да и Ярославля невозможно представить без отца Рафаила. А в чем для вас заключается служение людям? Это именно богослужение или что-то еще? Как вы для себя это формулируете? Нам же велено нести ношу ближнего своего, так ведь без этого нет спасения. Потому что индивидуально спасаясь, то есть приводя в порядок свою душу, мы тут же начинаем привлекать собою, становясь людьми Божьими и положительными, мы начинаем своим примером привлекать других людей. Но это бывает в исключительных случаях. К сожалению, от нас этого положительного, что должно было быть, очень мало. В идеале, конечно, он становится сотворцом. То есть он излечивать должен, в общем, предпринять все усилия и всю свою жизнь положить на то, чтобы излечивать свою душу и помогать излечивать души окружающих людей. И нести Слово Божие, которое является самым главным животворящим элементом нашей жизни. Но мы, к сожалению, его и несем плохо, и воспринимаем плохо, когда слышим откуда-то. Это, как сказать, недостатки нашего
человеческого вот естества. Мы позволяем себе быть достаточно равнодушными к Богу и к людям. И все это складывается в не совсем хорошую и положительную картину нашей жизни. И еще хочется рассказать о необычной дружбе, которая возникла у отца Рафаила и знаменитого режиссера Алексея Балабанова. Продолжалась она несколько лет и закончилась в 2013 году безвременным уходом из жизни замечательного режиссера. Отец Рафаил был соавтором 2 его фильмов «Морфий» и «Я тоже хочу». Помогал с выбором локаций и массовки из актеров местного театра, участвовал в написании сценариев и даже снялся в одной из сцен. А вот когда человек становится священником или монахом, он это делает для себя или для людей? Ну, прежде всего, конечно, для себя, наверное. И здесь не потому, что эгоизма много, а очень хочется быть ближе к спасению, к Богу, ближе хочется быть. Вот по мере того, как пришел в церковь и стал что-то понимать о том, зачем она нужна и кто такой Бог. И вот тут очень захотелось быть ближе. Не просто в храме стоять, но еще и участвовать в священнодействии. Правда, прежде, когда-то, когда не так отгорожена была церковная часть, вот, священническая, диаконская, от народа, то все это происходило в совокупности, вместе, без всяких алтарных преград и солии отдельные от места, где стоит народ весь. И вот эта близость, она для каждого христианина, кто вызывался быть христианином и брал на себя вот этот крест Христов, вот это все было в большем единстве пребывало. Сейчас же у нас, конечно, вот это вот разделение на служащих и мирян, оно слишком сильно сделалось вот к настоящему времени, и надо как-то это разделение преодолевать по мере наших сил слабых человеческих и постараться быть совместно ближе к Богу, потому что зачастую мы, как и я сам тоже, я ничего не понимал из того, что в церкви происходит, но чувствовалось, что нужно быть здесь, потому что там, снаружи храма, в миру, там все-таки все такое другое, что оно, в общем, тянет к погибели. А спасение все-таки, видимо, здесь, потому что ничего прекраснее богослужения вот, я в своей жизни не видел, не слышал и не чувствовал. Вот один наш знакомый православный священник подписывался «слуга слуг». Но это возвращает, наверное, нас к Библии, к тому моменту, когда вот Иисус омыл ноги своим ученикам. Вот такой вид служения. Вот как вы к этому относитесь? Не знаю, это, наверное, человек это уже какой-то высокой степени совершенства мог про себя сказать. Мне это как-то, наверное, недоступно пока еще, чтобы вот так о себе говорить. Слуга, человек любой, человек Сын Божий и слуга Божий. И как, понимаете, тут как себя воспринимаешь вот, на жизненном пути и на том, и среди того, что ты делаешь. Ну, вот, в том числе и в
церковной среде, как человек себя воспринимает. Это очень трудно, мне, например, сформулировать. Место свое так обозначить несложно. Я стараюсь об этом не думать, потому что Бог весь куда там эти самые мысли мои завести могут, и в какие искушения тут можно впасть. А часто вот у вас бывает так, что вы чувствуете вот эту обратную связь, вы видите, что какую-то отдачу, что человек тоже стал ближе к Богу? Я 30 лет служу в этом храме. И, конечно, с течением этого времени-то Господь много чего открывал, показывал. И, конечно, то, что Он нам открывает, это все в основном происходит не через меня самого, а через людей. И я учусь у них, когда их исповедую, когда вместе с ними какими-то делами занимаюсь. И так это до скончания дней моих будет, потому что невозможно в себе там найти столько всего нужного, важного, чтобы идти по жизни. И люди, они, в них столько хорошего и доброго, и жизнетворного, что, в общем, конечно, они очень помогают мне самому. И в то же время отрадно видеть, когда человек вот начинает просветляться, он сходит с того пагубного пути, по которому он шел, иногда очень серьезно заходил в какие-то дебри, и вот происходит его очищение и возвращение к Создателю. И да, конечно, это... То есть, ну вот тут понимаешь, что заради чего ты живешь. То есть вот такие подтверждения правильности выбранного уже мною пути, да, конечно, они были неоднократно, хотя, конечно, жизнь священника, да еще вот у нас вот на земле, на поруганной земле, в разрушенной стране, это, конечно, серьезное испытание. Скажите, а вот чудеса, часто, возможно, человек приходит к Богу, увидев какое-то чудо Божье. Вот сталкивались ли вы с таким явлением? Были ли в вашей жизни вот такие чудеса? Ну, Господь, Он вообще-то чудеса творил исключительно для того, чтобы искусить окружающих. То есть у него-то дело благое вроде исцелить человека, но он это делал всегда, во-первых, в субботу, когда иудеям запрещено было что-то делать, а во-вторых, именно вот в указании на то, что они неправы, то есть для обличения. Что у него совсем другая задача была. Конечно, он мгновенно это самое, пожелав, мог бы исцелить всех больных людей на земле одновременно. Но он считает, что это не нужно. Но для нас самое главное, конечно, это самое. Мы не очень любим болеть, и даже очень не любим болеть. И понятно, но он посылает нам болезнь как испытание и скорби разного рода, для того, чтобы мы невольно тут, получается, не совсем по своему желанию очистились. Но он помогает нам таким образом очиститься от скверны. Но насчет чудес, они меня пугают. То есть, когда я слышу, что где-то там что-то мироточит, у меня на выставке в Ярославле замироточили 3 картины. И когда мне позвонили, я пришел в ужас, потому что, да, это в скорости, тут у меня жена умерла. То есть это был знак такой, предупреждение. Но мы не очень-то слушаемся этого всего, потому что раз тебя предупредили, значит, надо как-то осторожнее жить. Ну, дальше, после этого. А так, как ты жил до этого, не надо бы жить. Надо менять. Вот, значит, что-то в твоей жизни должно бы перемениться. И очень серьезно. Ну, так оно, собственно говоря, получилось.
Но чудо это или не чудо, не знаю. Но вот такое от Бога указание было. Все равно, даже тот наш положительный, отрицательный опыт жизни, который вот был к моим 34 годам, это все пригодилось, это все равно нужно. Из этого все равно надо делать выводы какие-то. Вспоминать хорошее, что было там среди людей, которые не ходили в церковь, которые не крещеные были. Бог же все равно в них жил. Как в каждом человеке, где бы он ни находился, какого бы вероисповедания он ни был, и что бы он ни творил. У него же все равно это самое, все его чада, и Ленин, и Гитлер, и прочие разные нехорошие люди. Тут мы много судим о других и мало заботимся о том, что мы из себя представляем. А вот с приходом интернета, всяких современных средств связи, вот изменилась роль священника? Понимаете, у нас мы вот называемся православными людьми, которые апостольское служение, ну, по возможности, конечно, в неповрежденном виде пронесли. Это не то, что мы этим гордимся, и все, а это просто так получилось, что у нас вот исторически сложилось, что мы служим так, как вот в апостольские времена служили. И самое-то главное во всем этом, да, можно через телевизор проповедовать, можно через вот интернет, но самое главное – это общение, личное общение человека с Богом. И, конечно, никакое смотрение в телевизоре, как кино, литургии божественной, оно никогда не даст человеку того, что в это время должно было с ним происходить. То есть это подмена и обман. А поскольку у нас вся жизнь строится на обмане, и чем больше человек и ловчее обманет окружающих, тем выше его ставят на пьедестал, и тем более он почитаем в обществе. Так вот это один из обманов, вот, который происходит через вот эти технические средства. Можно не смотреть, можно смотреть. Можно смотреть и быть святым человеком, наверное, я так думаю. Дело в том, что каждому из нас придется отвечать индивидуально. Почему тут индивидуальное общение с Богом, оно так важно? Потому что то же самое, ты тоже, вот как ты сейчас с ним разговариваешь, то точно так же ты будешь разговаривать с ним потом. И насколько нынешний наш разговор с ним легкомысленный и пустословный, вот тоже будет то же самое там, но только там это уже ни к чему не приведет. Здесь я хоть сам себе могу говорить, что я вроде как хороший, не такой уж плохой, а там это уже не уговоришь. Там все будет видно, кто ты есть, насквозь весь. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пишите в комментариях вопросы, которые вы считаете будет интересно задать нашим будущим собеседникам. А мы проведем конкурс среди присланных вопросов и победителю отправим наш буклет Aerial Photo в подарочной упаковке. 60 страниц фотографий храмов и монастырей России, Грузии, США и Канады, других стран с высоты птичьего полета. Подписывайтесь на наш Инстаграм, там много красивых фотографий. Ссылка внизу под видео. Спасибо.